Здравствуйте, я Ирина Воловик, а вот это листья хрена. Я их нарезала, такую стопочку. Хорошо их помыла из душа, от пыли, от насекомых. И хорошо встряхнула от воды. И вот они перед вами. И я их буду заготавливать на зиму. Но не для еды, а для здоровья. Сейчас вот листья, пока они еще есть, пока еще лето, их можно использовать даже вот в таком виде. Если болят суставы или мышцы, сквозняком протянула, когда не можешь шею повернуть или руку поднять, то берем вот такой лист хрена, опускаем его в кипяток на несколько секунд и достаем, стряхиваем. Даем остыть ему, потому как изначально он будет очень горячим. Лист будет мокрый, он хорошо прилипнет к телу. И оставить его на какое-то время. Лучше всего оставить на ночь. Сверху можно чем-то закрепить, какой-то тряпицей, чтобы он не ерзал. Он хорошо лечит, и к тому же еще лист хрена, он вытягивает соли из организма через кожу. Если будет лист, не будет, вернее, ерзать по телу, а вот как вы его приклеили, так он до утра и останется, то утром можно аккуратно снять и увидеть соль меленькую-меленькую, которая будет на коже, на листе заметно. То есть лист вытягивает соли из организма и лечит суставы и мышцы, если они заболели. Но имейте в виду, что такое лечение, оно не всем подходит, потому что если у вас чувствительная кожа, то может печь от этого листа, покраснение быть, высыпание. То есть, смотрите, если сильно припекает, то не мучайтесь, не ждите до утра, снимайте сразу и место смажьте кремом жирным или можно даже растительным маслом, чтобы снять ожог такой, так скажем, реакцию. Ну, а если нет такой реакции, то значит спокойно лечитесь всю ночь. И таких процедур можно сделать 7-10 до полного излечения. Но, как вы понимаете, что листья только летом можно взять в таком виде, зимой их уже не будет, да и летом не каждый имеет дачу или там свой огород какой-то, где растет этот хрен, поэтому я делаю настойку из листьев хрена. Итак, помытые листья прокручиваю через мясорубку. Я буду заливать спиртом, 50% уже развела, поэтому я листья эти не высушивала. Вот они влажноватые такие. То есть немножко водой вот этой разбавится спирт и будет нормально. А если у вас водка, и то вы не уверены, что там 40 градусов присутствует, то листья нужно обсушить хорошенько полотенцем, чтобы не разбавлять спиртное. Листья хрена прокрутила через мясорубку. Запах стоит обалденный, такой хреновый запах. Это очень хорошо, так как хрен антисептик, он убивает болезнетворные микробы. Идет очистка помещения. Далее я беру подходящую посуду, стеклянную банку. Подходящую в том плане, что мне ее нужно наполнить вот этим перекрученным листом хрена наполовину или может быть чуть-чуть больше. Заполнила. У меня 1,5-литровая баночка. Добавляю сюда ложку меда. Зачем мед в настойке? А затем, что мед усиливает лечебные свойства хрена. И заливаю спиртом. Я заливаю спиртом 50%. Вот, залила спиртом. Но не так, чтобы прямо под самое горлышко. Немножко оставляю место, потому что нужно будет взбалтывать. Закрываю крышкой и вот таким вот образом взбалтываю. И, кстати, вот это взбалтывание нужно делать хотя бы раз в день в течение того времени, пока будет настаиваться настойка. А настаиваться она будет 2 недели в темном месте. В моем случае я всегда ставлю настойки для настаивания в свой кухонный шкаф. И она там настаивается. И каждый день в течение этих 2 недель желательно встряхивать банку 1 или 2 раза в день. Через 2 недели нужно процедить через несколько слоев марли, чтобы частички не проходили через марлю. Настойку в бутылку лучше всего поместить. С этой настойкой делаем компрессы по необходимости, то есть точно так же на больные суставы, боли в мышцах, различные хондрозы, радикулиты. Делаем компресс, как обычно. Тряпочку смачиваем, накладываем на больное место и сверху заворачиваем чем-то теплым. А еще эту настойку можно применять в качестве приема внутрь. По 1 столовой ложке за 30 минут до еды 2-3 раза в день. При каких заболеваниях? При простудных заболеваниях, при кашле хорошо помогает.
Далее, когда знобит, вот непонятное состояние, когда озноб или когда переохладились, то есть еще не простуда, еще не заболели, но состояние уже какое-то пограничное. Вот здесь хорошо принять внутрь. При ангине, танзелите хорошо полоскать горло. На полстакана теплой воды берем 1 столовую ложку настойки. Размешать и полоскать. Такое же полоскание помогает при стоматите, а также при других воспалительных процессах полости рта. И хрен – это хорошее отбеливающее средство для кожи. Если есть пигментация, нежелательные веснушки, да и вообще, если хочется осветлить кожу лица, то можно делать протирание. То есть диск мочим в этой настойке и протираем лицо. И, конечно же, есть противопоказания. Нельзя применять внутрь при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, ну также беременным, кормящим матерям, детям, а также если есть непереносимость хрена. А для того, чтобы узнать, переносите или нет, нужно принять 1-2 раз по пол чайной ложечки настойки. Если не появилось жжение на коже, никакого покраснения и высыпания, и в желудке дискомфорта не появилось, и тогда уже можно принимать по 1 столовой ложке. И сейчас, пока еще до осени, можно заготавливать лист хрена, потому как он уже накопил максимальное количество полезных веществ. А осенью все эти полезные вещества уходят в корень. Поэтому осенью будем копать корень хрена. Будьте здоровы, до новых встреч!